Такого быть не должно ни на чемпионате, ни на процедуре. Получается обрубленный глаз. Растушевка сделана очень-очень плотно. Вряд ли здесь можно получить призовое место. Наверное, больше не справилась, чем справилась. Добрый день, меня зовут Олеся Горбас. Я спикер и судья чемпионатов и конгрессов России и мира. Владелец собственного бизнеса, учебный центр и студия под названием «Алель». Олеся Горбас – мастер-преподаватель международного класса по перманентному макияжу. Тренер чемпионов. 27 кубков у студентов за 1 год. Сертифицированный бизнес-коуч, судья и спикер многочисленных чемпионатов, конгрессов России и мира. Успешный бизнес-основатель школы-студии «Алель». Создатель уникальной методики построения бьюти-бизнеса «Геном успеха». Перешли к самой деликатной зоне работы – это веки. Даже опытные мастера не все делают стрелочку с растушевкой, а если делают, то совсем не идеально. На чемпионате в условиях стресса, в условиях того, что штрих может быть не так контролируемый, как в работе в собственном кабинете, в спокойной обстановке, результаты стрелок с растушевкой далеко не всегда такие, какими бы мы хотели их видеть. И часто это где-то недокрашенная зона, где-то наоборот. Мы видим, вот как на этой фотографии, явно выраженные точки. Это значит, что жестковато вошли иголкой. Такого быть не должно ни на чемпионате, ни на процедуре. Потом мы видим вот эта вот краснота, то есть сосуды уже среагировали. Дальше, если мы говорим о переходе плавном от стрелочки к растушевке, то вы видите вот этот вот стык. Выход из стрелки должен быть просто одной линией. Здесь их в несколько рядов, то есть мастер несколько раз пытался вот ее вывести, за счет этого получилась ненужная толщина, ширина ее и небрежность. Соответственно, на растушевку лучше брать несколько оттенков, чтобы был красивый переход, не делать это одним цветом. В условиях чемпионата время ограничено, можно не использовать палитру 3-4 цвета, но взять хотя бы 2-3 цвета и основной цвет не брать, допустим, очень теплым. Вообще лучше очень теплые цвета на чемпионатах не использовать, потому что мы работаем в режиме результата здесь и сейчас, а не на перспективу. Давайте рассмотрим как раз-таки тот случай, когда в работе использовали теплую подложку. Вот вы видите, вот эти вот границы, рыжеватый теплый цвет. Он выбивается из общей массы. Его лучше не использовать, использовать более прохладные цвета на тон, на 2 менее насыщенные, чем основной цвет стрелки. Здесь что мы видим? Мы видим точки. Растушевка сделана очень-очень плотно, жестким штрихом таким. Прям читается, вот она линия границы, а растушевка должна в никуда уходить. То есть не должно быть видно, вот это вот, где она заканчивается. Хвостик, окончание брови. Посмотрите, какое оно обрубленное. То есть стрелка, плотность заканчивается здесь, и вот этот какой-то странный отрезок. Складочка заканчивается здесь, и выход нужно было сделать более богатый. Выход не может заканчиваться там, где заканчивается растушевка. Посмотрите, какой просто получается обрубленный глаз. А мы все-таки с вами говорим об эстетике. И хочу разобрать еще одну работу со стрелкой, ту работу, которая не завершена. И таких работ очень много. Какая возникает ошибка у мастера? Что зону прокраса межреснички, вот вы видите, она здесь пустая абсолютно, они оставляют на самую последнюю очередь. Но, как правило, до нее очередь так и не доходит, по времени не укладываются. То есть они много времени тратят на кармашек прокрас, на то, чтобы проложить растушевочку. А межресничка, они думают, что это самая простая зона, сейчас раз-два, у меня все получится, я прокрашу. Это не так. Что делаем в этом случае? Когда вы начинаете работать со стрелкой с растушевкой, межресничку вы прокрашиваете в самом начале, то есть в каждом проходе. Вы делаете растушевку и делаете проход по межресничке. Прокладываете следующий слой
растушевки и снова проходитесь полностью по всей межресничке. Таким образом, вы как такового времени отдельного на нее не тратите, не отводите, но в конце процедуры у вас прокрашена полностью вся межресничка. То есть вам не нужно даже уделять ей какое-то особое время. Мы видим, что здесь у нас растушевка практически отсутствует, стрелочка тоже очень слабенькая, и все-таки как бы завершающим этапом для чемпионата мы используем черный цвет, который сделает стрелку более насыщенной, более четкой, более ярко выраженной. Когда вы пытаетесь работать полностью в коричневой цветовой гамме, вы такого эффекта не получите, и призового места точно не случится. Переходим к зоне губ. Категория Talent от 1 до 2 лет и техника акварельная растушевка. Перед вами исходник. Тот исходник, который в работу уж точно не нужно брать. Обратите внимание на вот этот скос. Вряд ли здесь можно получить призовое место, когда один из критериев – это симметрия. Ее от природы нет, но и балл высокий за это поставить невозможно, потому что работа, в принципе, асимметрична. Да, неплохая арка, тут можно ее прорисовать. Но вот эта асимметрия, она, конечно, полностью обрезает все пути к победе мастера. Сейчас откроем фотографию работы и как мастер с ней справился. Соответственно, асимметрия только подчеркнулась. Что можно было сделать в этом случае? Можно было чуть-чуть вторую половину губы немножечко ее подскосить. Она, по крайней мере, сделала бы такой баланс, чуть-чуть отвела взгляд от левой части. Сам цвет проложен достаточно плотно, очень жестковатый штрих, закатанный татуаж. Где-то матовый, где-то глянцевый блеск. Пигмент дает такой пластилиновый эффект, белесость. Дальше арка. Контур страдает. Он должен быть ровным. Не настолько четким, как в помаде, но ровным. Где-то он плотнее идет. Здесь вот арка вообще очень плохо проработана. Вот мы видим, она асимметрично. Здесь его вообще нету. Здесь где-то есть, где-то нет. Работа с контуром, она основная. Нужно тонкую линию вести. Более того, чтобы она еще была прокрашена планомерно, одинаково по всему периметру. И дальше приступать к работе. В этом случае либо контур, в принципе, вначале его и не было, и мастер просто рисовала, да, по губам, по своим, либо он был зафиксирован очень слабо. Итак, давайте посмотрим на исходник следующей модели. Свои губы, пухлая нижняя губа и арка. Смотрите, она совсем не читается, да, она такая как плоская. Здесь нужно чуть-чуть опустить, вывести арку и, соответственно, дальше работать. В принципе, не сильно, скажем так, сложные губы. Фотография еще холодная. Единственное, мне не нравится, что верхняя губа, она прохладная, то есть нужно сначала нейтрализовать этот холод. Нижняя губа более теплая в оттенке. И, соответственно, как бы и тут еще есть такое небольшие, то ли пигментация, то ли травматизация, возможно, сухость губ. И скрабом это все сняли. Соответственно, здесь тонкая кожа, и в процессе работы вероятность травматизации и отека. Давайте посмотрим, как мастер справилась. Наверное, больше не справилась, чем справилась. Появилась асимметрия по нижней губе, ее не было изначально. Не прокрашены комиссуры. Это очень важно. Чемпионат или работа с клиентами, зона смыкания губ, комиссуры должны быть идеально прокрашены. Мы не доходим до точки смыкания всего 1 миллиметр. Дальше арка. Слишком она ее углубила. То есть она у нее получилась таким вот бантиком. Кукольная, неестественная. Контур страдает, не прорисован. И вот то, о чем я вам говорила, цвет чуть-чуть отличается, нижняя губа, она и выглядит потеплее. Но что мне понравилось? Мне понравился прокрас. Во-первых, цвет подобран красиво, такой вот нежный, девушка молодая, соответственно, и цвет подобрали такой вот, прям как лепесток розы. И прокрас, он такой очень легкий, то есть это настоящая акварель, но даже не пиксели, да, читаются. Видно, просвечивается своя кожа, и прокрас такой бархатный, красивый. Если к этому прокрасу добавить еще нюансы в виде правильно сформированной арки, прокрашенных комиссур,
и контура, асимметрии, тогда уже можно было бы говорить о каком-то призовом месте. Но в данном случае над техникой еще мастеру предстоит работать. Давайте рассмотрим теперь работы, которые являются образцом, то, к чему стоит стремиться, как в работе, так и на чемпионате. Начнем с зоны губ. Посмотрите на прокрас, обратите внимание, это тоже акварельные губы, контур везде равномерный, как проработана арка Купидона, симметричная, плавная, нет выхода на поры из зоны губ за пределы белой каймы. Прокрас равномерный, бархатный, цвет очень красиво подобран. Зона смыкания комиссур и прокрас в этой зоне. Ближе к слизистой, слизистая, равномерно прокрашенная. То есть работа идеальная, работа чистая. Именно такая работа должна быть призовой на чемпионате. Перейдем к зоне век. Фотография выполнена как раз в закрытом виде, да, когда века, глаза закрыты, и здесь можно прекрасно разглядеть, как прокрас. Посмотрите, переход от зоны межресничного пространства к растушевке, он плавный. Нет четкой стрелки границы и дальше растушевка. Переход растушевки от цвета основного, да, к цвету дополнительному. Цвету, который более насыщенный, более темный оттенок, которым мы прокрашиваем как раз-таки кармашек, зону межреснички и выход стрелки. Насколько плавные переходы. То есть они вообще, слои не читаются. И дальше, как вот сам выведен хвостик направляющий от плотного прокраса к постепенно светлому, и она тонкой линией уходит абсолютно в никуда, так же, как и растушевка по самой верхней границе. Прокрас межреснички, межресничного пространства. Именно так выглядит идеальный прокрас век, стрелки с растушевкой для чемпионата. И переходим к зоне бровей. Пудровая растушевка. Посмотрите, какой мягкий пиксель. Он практически вообще не читается. Такое ощущение, что визажист тенями нанес макияж в зону бровей. Подчеркнутая линия, нижняя линия бровей, нижний апекс. Здесь в работе использовался корректор. Естественно, на чемпионате мы его не используем, но это для фотографии было сделано. Но все равно прекрасно видно, какая плотная и нечитаемая нижняя линия брови. Плавный переход к началу брови, то есть вот она прокрашена, но в никуда уходит пиксель. Плавный градиент от нижней части брови к верхним. Да, вот видите, и насколько вот тут здесь оно более плотно, нету читаемой линии, что где-то заканчивается основа и продолжается градиент. Очень мягкая, очень такая нежная, эстетичная работа, просто идеальная работа для чемпионата, для возможности одержать победу. Мы с вами провели серьезный разбор очень важных критериев, которые используются в судействе различных чемпионатов. На основании этого вы можете сделать работу над ошибками, тренироваться, тренировать штрих, технические аспекты работы и получать заслуженные победные места, чего я вам очень желаю. Подписывайтесь на наш канал компании Hanafi и растите вместе с нами.